Плющенко вновь бросает вызов Тутберидзе. Специалист намерен попробовать себя во всех видах фигурного катания. Противостояние Плющенко и Тутберидзе возрождается на новом уровне. Следующий сезон в фигурном катании обещает быть очень интересным. Как минимум возродится на новом уровне жаркое противостояние Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Двукратный олимпийский чемпион изъявил желание поработать со спортивными парами. Именно в этой дисциплине отлично проявила себя наставница Хрустального в олимпийском году. Этери Георгиевна хотела восполнить пробел и наверняка мечтала установить лидерство в парах. Теперь ее планы находятся под угрозой. Мощный конкурент в лице Плющенко наступает ей на пятки. Евгений настроен очень серьезно. Евгений Плющенко не перестает удивлять. Недавно специалист рассказал о строительстве новой элитной школы для фигуристов и намекнул, что это непростое расширение территории. Как оказалось, двукратному олимпийскому чемпиону потребовался еще один каток, чтобы заниматься со спортивными парами. До этого Плющенко не работал с ними, сосредоточившись лишь на одиночных видах, однако, видимо, тренер почувствовал, что готов двигаться дальше, и бросил себе очередной вызов. На первый взгляд решение Евгения может показаться авантюрой, но наставник не раз рисковал, пытаясь штурмом взять недосягаемые для остальных вершины. Стиль работы Плющенко дерзкий и порой агрессивный, но он эффективен, поскольку руководитель ангелов тщательно изучает вопрос и составляет грамотный план действий. Убеждена, что и в этот раз Евгений не изменил себе, Татьяна Тарасова. Она искренне порадовалась за Плющенко и пожелала ему удачи в новых начинаниях. Я всегда положительно отношусь к тому, что люди начинают делать что-то новое, если знают как. Плющенко – способный человек, грамотный, от хороших тренеров. Возьмет себе помощников в парах и танцах. Обязательно что-то получится, почему нет, сообщила Татьяна Тарасова. Противостояние Плющенко и Тутберидзе обострилось. В Академии двукратного олимпийского чемпиона уже есть 3 полноценные пары и несколько на подходе. Фигуристы, мечтающие выступать в парном катании, постепенно стекаются в школу Евгения, чтобы пройти подготовку у ведущих специалистов. Наряду с Плющенко прыжковой техникой спортсменов будет заниматься Александр Апт, хорошо знакомый с методами основного наставника. Также подводить дуэты к главным стартам будет Арина Ушакова. Она покинула группу Нины Мозер и перешла в ангелы Плющенко. По словам Нины Николаевны, Арина – способный и амбициозный молодой тренер, которому будет на пользу такой карьерный рост. Помогать ей воспитывать будущих чемпионов будут Сергей Алексеев и Артем Значков. Евгений собрал отличную команду и теперь готов двигаться к своей цели. Некоторые предполагают, что решение начать тренировать пары не было спонтанным. Противостояние Плющенко и Тутберидзе получило новый виток в развитии. Теперь 2 крупнейшие школы страны будут конкурировать и в этой сфере. Желание наставницы Хрустального восполнить пробел в спортивных парах оправдало себя. Этери Георгиевна окружила себя мощными специалистами и вместе с ними довела до олимпийской медали самую опытную, но вместе с тем невезучую пару в российском фигурном катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов долго не могли справиться с проблемой с прыжками, срывая один старт за другим, но в решающий момент выдали 2 прекрасных проката, уступив гениальным китайцам Вэнь Цзиньсу и Цунханю лишь несколько десятых. Учитывая это, можно сказать, что ход Этери Георгиевны с расширением своих обязанностей был невероятно хорош. Успеха может добиться и Плющенко, который пока проигрывает Хрустальному в одиночном катании. Вполне возможно, что гегемония Тутберидзе так и не установится, а ее главный соперник блеснет там, где от него не ждали. Плющенко замахнется на лавры Тарасовой. Критики Евгения не понимают, зачем он подался в спортивные пары, не сумев добиться высоких результатов с одиночниками. По их мнению, он распыляет внимание и из-за этого никогда не выйдет на топ-уровень ни в одной из дисциплин. С одной стороны, это вероятный исход событий. Однако нужно понимать, что главным приоритетом Плющенко останется работа со спортсменами, выступающими сольно.
На данный момент специалист лишь примиряется к новому виду и набирается опыта, как это было с Тутберидзе, а ничего зазорного в том, чтобы учиться и получать качественные профессиональные знания, нет. Это даже похвально. Со временем Евгений встанет на ноги и покажет себя в различных дисциплинах, будь то пара или танцы. Двукратный олимпийский чемпион обмолвился, что планирует попробовать все доступные для тренера виды в ближайшем будущем. Таким образом, Плющенко может замахнуться на лавры самой Татьяны Тарасовой, единственного тренера в России, которой удалось удачно зарекомендовать себя и в танцах, и в парах, и в одиночном катании, мужском и женском. Пройдут годы, прежде чем это произойдет, но Евгений уже подготовил почву для будущих побед. И это классно. Остается лишь присоединиться к словам Татьяны Анатольевны и пожелать ему удачи.